Всем добрый день, здравствуйте, вы на канале «Ищем выход», и здесь особое мнение политика Льва Шлосберга. Лев Маркович, здравствуйте. Марк и все, кто слушает и смотрит нас, здравствуйте. У нас сегодня несколько новшеств. Да, я Марк Нуждин, призываю ставить лайки нашему каналу. Кстати, между прочим, тут важный момент. Вы, уважаемая наша аудитория, часто проматываете вот это вот сообщение по поводу иноагента и то, что требует Минюст. А YouTube, когда видео играет не сначала, ограничивает выдачу. Это можно исправить вашими лайками, поэтому мы еще раз призываем, ставьте лайки, пожалуйста, для того, чтобы это видео показывалось в том числе и вам же в нашей раздаче. Технические нюансы, но без них никуда. И еще одно небольшое новшество. Мы попросили вас оставлять ваши вопросы к этой программе в сообществе в Ютубе и в комментариях в Телеграме. Кстати, ищите нас в Телеграме. Какие-то вопросы есть, мы на них ответим по ходу. Если их будет слишком много, придется выбирать самые интересные, но в любом случае попробуем выбрать что-то самое важное. И знаете, вот первое, хотелось бы прямо с вопроса и начать, прям не в бровь, а в глаз, спрашивает наш зритель, я пропустил, как его зовут. Сейчас я это уточню. Вопрос о мире, конечно же. Лев Маркович, вы верите в желание Трампа остановить военные действия? И почему личные амбиции некоторых президентов, почему личные амбиции некоторые президенты ставят выше человеческих жизней? Судя по тому, что делает Трамп, он на самом деле хочет остановить войну. Он предпринимает для этого вполне определенные усилия. Остается не до конца понятным способ, которым он это намерен сделать, кроме определенных ультимативных действий. Потому что невозможно будет прийти к согласию без шагов навстречу друг другу всех тех стран, кто ввязан в эту ужасную ситуацию. То есть идет речь о том, что свои шаги навстречу должны сделать Украина, Россия, Европейский Союз, и Соединенные Штаты Америки пытаются идти по этой дороге. Тем не менее, несмотря на многочисленные выступления самого Трампа и его ближайших помощников, и Рубио, и Уолса, мы до сих пор не знаем, что такое план Трампа. И есть такое впечатление, что Трамп пытается создать этот план в процессе действий. Вот просто в процессе действий, в процессе разговоров. Он как шоумен, а Трамп, безусловно, шоумен и популист, он пытается все это сделать в прямом эфире. Вот стилистика, которая многих шокировала, когда он принимал президента Украины и до подписания вроде бы согласованного договора по редкоземельным металлам провел в овальном кабинете фактически стрим с участием Зеленского и полусотни журналистов. Такая техника вновь для дипломатии. Она привела к огромному скандалу. Тут сложно сказать, сама техника привела к такому скандалу, либо скандал был кем-то из участников, а возможно многими участниками этой встречи запланирован. Но тем не менее, с одной стороны, мы видим вот прямо такую слоновью волю к достижению результата, но какими способами Трамп собирается его достичь, вопрос открытый. Он одновременно с тем, что приступил к попытке остановки уже 3 года длящегося кровопролития, он вступил в эти же недели, в эти же дни в обострение отношений по собственной инициативе с Канадой, Мексикой, странами Европейского Союза, не только с Данией в части Гренландии, но он высказывался также уничижительно в отношении европейских лидеров, не говоря уже о таких скромных странах, как Панама и Колумбия. При этом Трамп поднял только что в 2 раза пошлины против китайских товаров, и это означает то, что взаимодействие США и Китая не смягчились. Как на фоне такого количества обострений становиться миротворцем и достигать согласия и компромисса между странами, находящимися в глубочайшем кровавом падении, вопрос открытый. То есть, если отвечать на вопрос, хочет ли Трамп, да, хочет. Как он сможет этого сделать? Вопрос не ясен. Сейчас выбран путь ультиматумов. Это путь в большей степени ориентирован на Украину, и об этом говорится открыто. Вот объявлено о прекращении военной помощи. Это означает, что ресурсы Украины на поле боя
истощаться через несколько недель, максимум через несколько месяцев. При этом никто не знает, как и о чем Трамп разговаривает с Россией, с Путиным, поскольку эти переговоры в прямом эфире не ведутся, никто камер онлайн в Эр-Рияде не устанавливал, и в других местах, где, возможно, и, скорее всего, встречались представители США и России, и об этих разговорах известно только по факту их проведения. Обратите внимание, когда еще один высокопоставленный спецпредставитель Трампа Уитков прилетал в Москву за несчастным учителем, которого схватили с наркотиками. Как выяснилось после, он встречался лично с Путиным. И, как он сказал, имел с ним большой дружеский разговор. Где прямой эфир? Естественно, его не было и не могло быть. Если было бы ситуация прямого эфира, не было бы никакой встречи, не стал бы Путин разговаривать под камеру. То есть мы сейчас можем сказать, что о тактике взаимодействия Трампа и России неизвестно практически ничего, кроме того, что разговор начат. Тактика взаимодействия с Зеленским и с Украиной достаточно простая и очевидна. Об этом говорят уже не просто американские политики, но и пресс-секретарь Белого дома. Нельзя кусать руку кормящего, как сказала госпожа Левит буквально минувшей ночью. Вот вся позиция. Может ли такая тактика привести к результату, не знаю. Сейчас, как мне представляется, это моя оценка, сделана ставка на раскол внутри украинской элиты. Ставка на то, что Верховная Рада станет самостоятельным субъектом ведения переговоров и, возможно, сядет за стол переговоров фактически вместо Зеленского. Как это можно сделать, это большой вопрос, потому что Зеленский не только президент, он главнокомандующий вооруженными силами, как и Путин. И Верховная Рада не может отдать никаких приказов вооруженным силам, не может и все. Очевидно, мы находимся при виде большого торга. Предметом этого торга является спасение Украины и ее сохранение как суверенного государства. Это очевидно. Тактика, которую избрал Трамп по отношению к Украине, заключается в том, что каждый следующий вариант соглашения в каждый следующий день будет хуже, чем в предшествующий. То есть это тактика стремительного удушения. Она может быть эффективной. Если в какой-то момент Зеленский поймет, что еще 2-3 шага и ничего не останется не только от него, но и от Украины, он будет вынужден остановиться и принять те условия, которые ему представляются. Но есть одна важная вещь. Многие, если не все, смотрели эти 45 минут разговора Трампа с Зеленским, точнее Трампа, Венса и Зеленского в присутствии прессы. И там в самом финале, когда уже конфликт состоялся и стороны говорили как противники, а не как союзники, Трамп произносит фразу: сначала прекращение огня, а потом мирное соглашение, потом условия мирного соглашения. Я должен честно признаться, что этой фразы я от Трампа не ожидал. Сам ли он это понял или ему подсказали такие специалисты по внешней политике, как Рубио, но это абсолютно правильная оценка. Из этого тупика невозможно выйти, не подписав соглашение о прекращении огня без предварительных условий. То есть это действие, миновать которое невозможно. Чем позже оно состоится, тем тяжелее будут условия для последующих переговоров. Собственно говоря, тот самый план Явлинского, который был представлен в виде текста на Мюнхенской конференции по безопасности, в силу того, что очный доклад не состоялся, он исходил из того, что соглашение о прекращении огня является неминуемым этапом действия. Сначала прекращаете убивать людей, а потом приступаете к переговорам. Зеленский сказал, что при подписании соглашения о прекращении огня сразу нужны гарантии. И Трамп отказывается принимать это условие. Собственно, в этом сейчас корень разногласий. Буквально в этом сейчас корень разногласий. Ну и в целом хочу сказать, что события развиваются настолько стремительно, что можно каждый день будет утро начинать с обсуждения того, что изменилось за сутки, и видеть какие-то изменения. Думаю, что в течение этого месяца, в течение марта, мы увидим либо шанс на подписание соглашения о прекращении огня и таким образом переход в стадию мирной дипломатии в условиях тяжелейшего политического конфликта, то есть конфликт останется, ненависть сторон друг к другу останется. Политические цели сторон, скорее всего, останутся несовпадающими. Но в случае подписания соглашения о прекращении огня обо всем этом можно говорить, не убивая одновременно людей. Вот если это состоится, это будет колоссальный шаг вперед.
Постепенно все поймут, что это действие было безальтернативным и абсолютно правильным. Если так случится, что тем человеком, тем политиком, который сможет настоять на этом действии, будет Трамп, ну тогда это будут его лавры, скажу так. Но мы еще ничего не знаем о том, какие условия к этому соглашению о прекращении огня предъявит Путин. Пока только официальная Россия, и лично Путин, и вся российская пропаганда, и российские политики провластной аудитории с восторгом смотрят за Трампом, потому что Трамп за считанные дни выиграл конкуренцию у всех. Он фактически сделал бессмысленным существование российской пропаганды. Какая Russia Today теперь? Кому нужен Russia Today? Никому. Потому что то, что говорит Трамп, транслируют российские государственные каналы на всех волнах, и это намного сильнее, чем все то, что пытается сказать и прокомментировать сбоку вся вот эта кампания. Вот где можно поэкономить деньги бюджета прямо сейчас и сразу передать больным детям, вот немедленно. Поэтому, как мне представляется, настоящего разговора с Россией Трамп еще не начинал. Он дал понять Путину, что готов говорить на равных. А это было одной из целей Путина. Это действительно было одной из целей. Еще до 2022 года Путин с 2007 года, с выступления в Мюнхене, на той Мюнхенской конференции по безопасности, по сути сказал: вы нас не уважаете, вы нас не слышите, вы не хотите с нами считаться. Вот теперь Трамп показывает: я вас слышу, я готов с вами считаться. Вопрос как? Ведь Путину тоже нужно будет сделать какой-то шаг вперед. В чем будет заключаться этот шаг вперед? Вот со вчерашнего дня обсуждается, что, возможно, Россия даст согласие на использование замороженных активов в Европе и, очевидно, в США для восстановления Украины. Это было бы, я скажу так, большой новостью. Большой новостью. Раньше об этом не шло даже речи. Но это только предложение. Внесено ли оно официально на стол переговоров между США и Россией, мы ничего не знаем. Это позиция европейских стран, которые, очевидно, через кого-то доносятся и до России. В целом ситуация стала неустойчивой, очень неустойчивой. Но я хочу сказать, что устойчивость войны хуже, чем неустойчивость шансов на мир. У нас была абсолютная стабильность, и было понятно, что на долгие годы вперед ничего не изменится. Сейчас появились окна возможностей, которые могут закончиться как еще большей катастрофой, это возможно. При том уровне политики и политиков, которые сейчас, это люди, которые не умеют играть стеклянными шариками, и они умеют их разбивать. Но есть шанс, есть теоретический шанс, что военная и экономическая мощь США и заинтересованность, фактическая заинтересованность как Украины, так и России к прекращению кровопролития, к прекращению огромных трат на боевые действия может сработать. Может. Но должен вам сказать, что политики в прямом эфире фактически не было никогда. Сейчас идет испытание того, может ли такая политика быть эффективной, то есть достигать своих целей. И мы не знаем, каким будет результат. Мы просто этого не можем знать, не с чем сравнивать. Никогда не было такой техники и попытки достижения результата, когда все главные вещи говорятся под 50 камер и в режиме реального времени транслируются на весь мир. Это я к тому, что произошло 28 февраля в Белом доме в овальном кабинете. Вот так. Поэтому очень много вопросов. Я понимаю, что людям хочется получить ответы. Как можно скорее. Людям хочется ясности и определенности. Нам всем этого хочется. Но, судя по всему, информация будет приходить по мере ее появления. Многое остается неизвестным и непонятным. У нас продолжают приходить вопросы от нашей аудитории, и они как раз вот в той канве, которую затронул Алексей Рзянкин. Это автор вопроса, с которого мы начали. Алексей, большое спасибо. Дорогая аудитория, раз вы здесь, пожалуйста, делайте донаты. Мы зависим от них критически, потому что вы единственный наш источник финансирования. Все подробности в описании программы и, конечно же, вот эти вот QR-коды, которые вы видите на экране, они все ведут к разным способам пожертвований. Оставляйте их, пожалуйста, помогайте нам работать и чувствуйте, что вы с нами, а мы с вами только благодаря вам. Вопрос от Тианы Лайм. Рассматриваете ли вы версию о том, что скандал был спровоцирован самим Зеленским намеренно, чтобы помочь ЕС участвовать в переговорах? Слушайте, все эти конспирологические теории теперь утратили смысл. Есть на самом деле всего 3 версии того, что произошло в пятницу в Белом доме. Версия первая. Зеленский сознательно ехал на такой разговор,
в ходе которого он должен был сорвать и сделку по редкоземельным металлам, и активизировать консолидацию и мобилизацию Европы. И есть версия, что именно он спровоцировал Венса, а не наоборот. Версия вторая. Трамп и Венс задумали этот спектакль, отрепетировали, поставили голоса, распределили роли, всех рассадили в кабинете, поймали Зеленского в капкан, он попался в капкан, был в эмоционально неустойчивом состоянии, наговорил больше, чем даже они сами ожидали, и они достигли своей цели. То есть версия первая — Зеленский достиг своей цели, версия вторая — Трамп и Венс достигли своей цели. Есть, наконец, третья версия. Решили пообщаться в прямом эфире. И получилось, как получилось. Вот в момент начала разговора никто еще не понимал, к чему это все придет. А к моменту завершения разговора все оно случилось за 10 минут до завершения. И, собственно говоря, по большому счету, ответ на этот вопрос, какой из трех сценариев был реализован, 2 сознательных или 1 случайный, имеет сейчас уже второстепенное значение, потому что все состоялось. Вот эти археологические раскопки, они будут интересны, когда кто-то напишет мемуары, допустим, Венс похвастается или Трамп решит, что нельзя уходить из жизни, не написав такую золотую книгу, бестселлер, он ее продаст, заплатит долги, отдаст взятки, ну все такое. Вот. И они вот расскажут: да, мы сидели, мы ночь не спали, мы вообще этого не хотели, мы передали Зеленскому: не надо, Володя, не прилетай, но позвонил Макрон, сказал: ну, пожалуйста, Дон, пожалуйста, прими Зеленского. Очень тебя прошу. Ладно, черт с тобой, Эммануэль, сказал Трамп, пошел к Венсу, они придумали вот это все. Извините за такой шутливый тон, на самом деле это абсолютно не до смеха, но я хочу сказать, что сейчас все уже состоялось, и понимание корней этого кризиса важно, потому что, конечно, нужно для планирования дальнейших действий, общений, встреч, переговоров понимать, как это было сделано, случайно либо сознательно, той или другой стороной. Только особенность ситуации заключается в том, что сейчас вопрос уже не в том, кто виноват, а вопрос в том, что делать в этой ситуации. Это касается всей ситуации, того кошмара, в котором мы живем уже столько лет. Вопрос, что делать, важнее вопроса, кто виноват. И, кстати говоря, у меня есть предположение, что хотя господин Трамп едва ли читал русскую классику, но что-то он в этом понимает, потому что в действительности вопрос, кто виноват, является вопросом наказания. Понимаете, преступление и наказание, вопросом возмездия. И с точки зрения эмоциональной справедливости, а где-то и с точки зрения юридической, правовой справедливости и законности, все понятно с этим вопросом, кто виноват. Но возникает вопрос, как ответить на вопрос, что делать, чтобы не обрушить всю конструкцию. Понимаете, есть известный подход к политикам, я его не разделяю, но в мировой политике он распространен. Политик не совершает преступлений. Политик совершает ошибки. Понимаете? Понимаете? Вот такие ошибки. А что такое ошибка? Ошибка – это то, что можно исправить. Одним словом, вне зависимости от того, что привело к скандалу 28 февраля, мы оказались стремительно, весь мир оказался в ситуации, которой никто не ждал, которой никто не был готов. Можно предположить, что все-таки был готов Трамп, потому что скорость его действий, он в целом человек скоропалительный и скорострельный. Но скорость его действий показывает, что какое-то прогнозирование развития событий есть, и он действует крайне быстро. Вот эта скорость действия, она оказалась выше, чем способность окружающего мира реагировать на эти действия. Здесь можно многое анализировать, в частности, было запланировано после, как предполагалось, успешных переговоров Трампа и Зеленского, выступления Зеленского на Fox News, и оно не было отменено. И Зеленский приехал. Он пытался смягчить ситуацию, при этом он продолжил говорить на английском, который он знает не в совершенстве, и отдельный разговор о том, как могло случиться, что в переговорах в прямом эфире, где каждое слово на вес я не знаю чего, на вес $1 миллиарда и миллионов жизней, вдруг президент Украины, для которого, хочу напомнить, родной язык русский, украинский второй, а английский, что называется, по необходимости. Почему он ведет разговор с Трампом без синхронного переводчика? У них 100% был с собой переводчик-синхронист, притом с украинского на английский, с английского на украинский. Почему не было этого человека? Во время эфира Fox News Зеленский также продолжает говорить на английском и пытается смягчить ситуацию, но когда человек не в совершенстве владеет языком, он не может выражать оттенки.
Он выражает только основные мысли. Это совершенно очевидно. Каждый из нас, у кого есть знание какого-то второго языка, может сказать, что в простой ситуации, в спокойной ситуации мы можем выражать свои мысли более-менее точно. В ситуации волнения, эмоционального стресса мы будем испытывать сложности с выражением чувств, эмоций и оттенков. И Зеленский там сказал две важные вещи. Первое, он сказал, не просто Россия и Путин враги, россияне враги. Россияне враги. Весь русский народ, российский народ, все враги. Это более чем серьезно. Это может оказаться труднопреодолимым препятствием в разговоре. Россия и Украина всегда будут находиться рядом. Это вот два больших куска земли, которые исторически лежат рядом. Вы можете что угодно говорить об одном народе, о другом народе, только никуда не деться друг от друга. Вот никуда. Это как Франция и Германия, всю жизнь рядом. Воевали, положили сотни тысяч людей. Наверное, если посмотреть всю историю, думаю, что, возможно, даже миллионы. Просто двусторонние войны Франции и Германии по исторической ретроспективе, наверное, миллионы в себя погибших не помещают. Но сотни тысяч – это точно. Как они решили проблему? Они создали сначала союз угля и стали в Эльзасе и Лотарингии, а потом создали Европейский союз. И все, закончилась проблема. Закончилась проблема. В Бельгии сейчас больше проблем внутринациональных и внутрикультурных, которые, скажем так, полиязычно, поликультурно и испытывают сложности неурегулированности отношений, политических отношений национальных общин. Но между Францией и Германией все понятно, потому что Европейский союз. И только такое решение имеет будущее для России и Украины. Только такое. Любые другие решения приведут к войнам, непрекращающимся. Это должны понимать все. Просто это объективная реальность. Поэтому, отвечая на вопрос, почему вы не хотите подписывать соглашение о прекращении огня, Зеленский сказал, что с врагами и убийцами соглашение о прекращении огня не подписываем. Вот здесь нужно просто сказать. Хотя, безусловно, я испытываю внутренние серьезные этические противоречия. Не мне учить президента Украины, украинских политиков, украинского общества, что им делать и говорить. Это их суверенное дело, суверенное право. Я признаю суверенитет Украины. Но есть важная вещь. Все переговоры о мире, это, может быть, для кого-то будет большим открытием, ведутся между врагами. Между друзьями не ведутся переговоры о мире. И соглашение о прекращении огня подписывается между врагами для того, чтобы прекратить убивать людей и в какой-то исторической перспективе следующего поколения или через поколение прийти к миру между народами. Вопрос сейчас стоит не в том, кто кого сколько раз назовет убийцей. Вопрос стоит в том, как жить народом столетия вперед, которые будут жить рядом друг с другом постоянно, всегда. Просто всегда и все. Потому что есть Россия, и будет Россия, есть Украина, и дай бог будет Украина. Вот какая ситуация. Я не могу предположить, что сейчас обсуждается внутри украинского общества. Есть очень разные сведения. Скажем так, не все украинские медиа отражают всю полноту общественного мнения. Вот украинцы пишут, что в социальных сетях много что творится. Очень многие люди хотят прекращения огня и урегулирования всей вот этой катастрофы, потому что каждый день приносит смерть. Каждый день приносит смерть. Но это право Украины принимать решения. Я хочу надеяться, что будет найдена точка компромисса. Точка компромисса – это подписание соглашения о прекращении огня так, как это сейчас есть. По-моему, несколько уже людей сказали о том, что то соглашение, к которому в итоге придут страны, никого не восхитит, никого не обрадует, все будут недовольны. Все будут недовольны. Но из подобного рода ситуаций, тупиковых ситуаций, других выходов нет. Ситуация, при которой кто-то полностью доволен, это ситуация военной победы. Военной победы Украины, о которой они говорили в течение длительного времени, сейчас уже перестали говорить, либо полной военной победы России, о чем и в России уже сейчас перестали говорить. Потому что обе стороны понимают, и политическое руководство, и военное руководство, и общество, что того, о чем думалось в 2022 году, не будет, потому что невозможно. Вот невозможно и все, хоть бейся головой о стену. Невозможно, не получится, исключено. И здесь вопрос точки
соприкосновение, которое может привести к прекращению убийства людей, это ключевой вопрос. Он просто ключевой. Либо подписывается соглашение о прекращении огня, и дальше начинается мирный процесс, либо я не исключаю, что в ситуации тех действий, которые предпринимает Трамп, будет развиваться наступление российских вооруженных сил. Об этом говорят все военные эксперты. Послушайте Валерия Ширяева. Он об этом говорит безупречно, точно. Российский эксперт, хорошо знающий военную политику, структуру вооруженных сил и понимающий весь уровень угрозы и трагедии, которая навис сейчас над Украиной. Вот так. Сегодня так. И еще один вопрос, после чего, я думаю, мы закончим с международной повесткой. Просто уж регион очень важный, в том числе и для вас. Юлия, сложные там дальше цифры, пишет: «Добрый день. Как вы думаете, что следует ожидать странам Балтии, которые не были приглашены на саммит в Лондоне? И что означает отсутствие приглашений для них?» Я не знаю, кто составлял список приглашенных. Очевидно, все-таки это был премьер-министр Великобритании, возможно, вместе с Макроном. То есть Стармер и Макрон вместе обсудили и составили список. Составили такой, какой они увидели. Что для них означает? Означает то, что они последними вступали в НАТО. Что они страны последнего потока. Ну, там не совсем последнего, после них тоже вступали. Была Черногория и, по-моему, Македония, уже не говоря о Швеции и Финляндии, но это уже в другой ситуации, в другой политической ситуации. Возможно, организаторы встречи в Лондоне сочли, что им хватит Каи Калласа в качестве представителя балтийских стран. Не знаю, вообще очень неблагодарное дело и, по сути, неправильное дело додумывать за политиков, которые в состоянии сказать сами. Вот, наверное, нужно искать журналистов, которые спросят у организаторов саммита в Лондоне, а почему не было балтийских стран. Пусть они ответят. Я не хочу за них додумывать и не хочу за них домысливать. Но совершенно очевидно, что военный вес Латвии, Литвы, Эстонии в НАТО, он, скажем так, крайне скромен. У них есть военные базы НАТО на территории, именно эти военные базы являются залогом их боеспособности и обороноспособности. Собственные вооруженные силы крайне скромны. Очевидно, в Лондон позвали те государства, которые готовы вложить значительные финансовые средства и военные средства в то, чтобы обеспечить миротворческие силы. Это важнейший вопрос. И, возможно, судя по тому общению, которое было в Лондоне, обеспечить крупный, в несколько десятков миллиардов евро финансовый пакет для Украины. Может быть, сочли, что по этим обоим важнейшим пунктам балтийские государства не могут внести значительного вклада. Не знаю, пусть отвечают организаторы встреч. Мы практически в середине программы, и у нас больше 100 лайков, но давайте до 200 добьем, потому что каждый лайк – это 8 новых зрителей. Проверено практикой. Ставьте лайки, пожалуйста, нам, подписывайтесь на нас и ищите канал «Ищем выход» в Телеграме, потому что там и анонсы, и, кстати, вопросы вы там тоже можете оставлять. Если вы по фамилии Льва Марковича сделаете поиск, вы увидите один из последних постов, где можно оставить вопрос, в том числе и к этой программе. Но давайте уже не про внешнюю политику, потому что мне кажется, что мы всеобъемлющий анализ сейчас сделали. Давайте перейдем к тому, что происходит внутри России. И здесь очень важная история, которая становится все более и более заметной. Это вопрос адаптации тех, кто возвращается после фронта к мирной жизни. Здесь и проблемы с протезами, здесь и проблемы с психологическими какими-то вещами, которые должны устранять специалисты. Но не видно, чтобы как-то власти серьезно были этим озабочены. Или вам, может быть, лучше видно? На самом деле, на каком-то уровне власти понимают эту проблему. Не случайно заместителем министра обороны стала Анна Цивилева. Это, собственно говоря, ее ответственность вести политику, организовывать политику в этой сфере гуманитарной поддержки участников боевых действий. Это относится к ее компетенции, ее полномочиям. Но вопрос заключается в том, что это не только политическая воля одного или нескольких человек, это целая инфраструктура, целая машина должна быть построена для адаптации людей, которые прошли боевые действия. У всех, без исключения, есть посттравматический синдром. У людей, которые
Это можно посмотреть по литературе 20 века, по литературе 21 века, научной литературе, психологической, психиатрической, терапевтической. Посттравматический синдром – это неизбежное состояние каждого участника войны. Каждого. Кто-то это переживает мягче в силу больших внутренних ресурсов, кто-то успел адаптироваться во время боевых действий. Есть очень разные ситуации. Но в целом посттравматический синдром, он настигает всех людей. И более того, иногда он их настигает и в полной мере проявляется именно в мирной жизни. Во время боевых действий другие стимулы, другие рефлексы, другие реакции человека. Человек нацелен на то, чтобы выжить. А чтобы выжить, он убивает тех, кто против него, чтобы они его не убили. Так устроены все бои, на земле во всяком случае, в прямом соприкосновении, так устроены все войны. Поэтому масштаб ресурсов, которые потребуются России для адаптации этих людей, судя по всему, правительство будет оценивать тогда, когда прекратятся боевые действия. Это будет сложнее, во многом сложнее, чем настроить военную промышленность. Потому что настройка военной промышленности – это увеличение госзаказа, государственных инвестиций, определение производственных площадей, создание, соответственно, производственных мощностей, рабочих мест, на которые идут люди и получают там в несколько раз более высокую зарплату, чем средняя по региону или даже по стране. И, собственно говоря, здесь понятно, что делать можно сделать в очень короткие сроки. Кстати говоря, на саммите в Лондоне или около него, по-моему, новый генсек НАТО Рютте или кто-то еще сказал о том, что столько оружия, сколько Россия производит за 3 месяца, все страны НАТО, имеется в виду европейские страны НАТО без США, производят за год. Вот соотношение военных потенциалов сегодня 1 к 4. Можно быть сторонником России, можно быть противником России, можно быть сторонником Украины, можно быть противником Украины. А математика такова. Это и есть реальность. Может ли Европейский Союз сейчас увеличить военные расходы в 4 раза? Может. Только тогда под нож нужно будет пустить все социальные программы, дестабилизировать общественную и политическую ситуацию в большинстве стран Европы и своими руками привести к власти правых националистов. Ну, вот таких, как «Альтернатива для Германии» и многие другие партии, целью которых является существенное изменение внутренней и внешней политики. Не факт, что европейцы на это будут готовы идти, поэтому, скорее всего, они в ближайшее время выйдут на прямой разговор с Трампом и будут пытаться сформировать условия компромисса уже между Трампом и Евросоюзом, у которого, конечно, есть реальный ресурс. Возвращаясь в нашу страну, для того, чтобы построить службу психологической поддержки и реабилитации, потребуется кропотливая работа. Для этой работы будут нужны специалисты не по металлу и цифровым технологиям. Будут нужны психологи, будут нужны врачи, будут нужны специалисты, которых нужно учить не меньше 5 лет. И этих людей потребуется 1000. Сколько их сейчас в стране, я не могу сказать. Наверное, есть 1000. Но основная часть психологов в нашей стране работает в 2 сферах. Это психологи образования в детских садах и школах, у них вполне конкретная специализация на работе с детьми, и психологи различных частных консультаций, которые в большей степени связаны с семейными проблемами. Вот это 2 основные группы специалистов. Есть много других, совершенно понятно, психология – это глубоко дифференцированная наука. Но если говорить о ее прикладной сфере, то вот 2 основные сферы применения психологов – образование и семейный консалтинг. И как здесь за считанные месяцы вырастить общенациональную службу психологической реабилитации и поддержки сотен тысяч людей. Мы же не знаем точно, сколько людей прошли боевые действия. Я думаю, что это свыше 1 миллиона человек. Точно. Тех, кто выжил. Сколько их в полной мере, знает только Министерство обороны и Путин. Что делать? Искать людей в других сферах и переквалифицировать? Да, наверное, кто-то придет, особенно если будут платить большие деньги. Придут из образования, придут из семейного консалтинга. Но их все равно не хватит. Встанет вопрос, как внедрять этих людей в мирную экономическую и социальную жизнь. Они же будут жить в каждом доме. Они живут сейчас в каждом доме на каждой улице, просто они временно отсутствуют. Многие из них возвращаются. Мы видим их на улицах Пскова и районов области каждый день. У этих людей запоминающиеся лица. На этих лицах видно, что они прошли. Эти люди смотрели
в лицо смерти, им самим грозила смерть. Они сами производили смерть, потому что они держали оружие в руках, они тоже убивали. И как эти люди впишутся в обычную жизнь, всех не сделают полпредами президента, губернаторами, сенаторами, депутатами Госдумы, депутатами других представительных органов не сделают. Таким образом смогут устроить несколько сотен человек. А несколько сотен тысяч людей будут жить обычную жизнь. И это будет огромная проблема. Пока непонятно, как государство будет ее решать. Кроме того, на мой взгляд, не сформирована сама государственная политика по отношению к этим рядовым людям. Вот государственная политика по отношению к элите сформирована на примере Артема Жоги и других заметных персон. Но их единицы. Здесь все понятно. Сделана ставка на обновление политической элиты за счет участников боевых действий. Все понятно. Все сказано открыто Путиным лично. А как быть с рядовыми, кто в принципе не хочет заниматься политикой, не хочет быть элитой, не хочет никем руководить, не хочет решать судьбы других людей, он хочет просто жить. Как будет с этими людьми? Какую политику будет государство проводить по отношению к этим людям, которых абсолютное большинство, их 99,9 в периоде от участников боевых действий? Ответа нет. Сегодня ответа нет. Есть еще несколько тем, которые связаны с историей, и я хотел бы вам предложить их, в первую очередь, начиная с события, которые почему-то оставили за пределами внимания ведущие СМИ. У нас 1 марта вступило в силу постановление правительства, по которому охранные зоны вокруг огромного количества памятников попросту упраздняются. И есть еще второй, следующий этап, который через 3 года наступит. И, соответственно, отсюда вопрос, как вот в Пскове, который крайне богат историческими памятниками, это все может сказаться, на что это может повлиять. Перед тем, как вы начнете отвечать, я напомню, что у нас в канале сейчас опрос есть о сочувствии россиянам, которые... вот уже итоги подведены. Я думал, он еще продолжается. Просто интересно, опять же, может быть, вы скажете несколько слов в комментарии вот к этому пункту. Сочувствуете ли вы тем россиянам, которые вернулись с войны? Спросили мы нашу аудиторию. Нет, не сочувствую, 41%. Этот ответ лидирует. Не знаю, сложно 32%, и да, сочувствую 26%. Марк, я сейчас узнал о том, что шел такой опрос. Наверное, комментировать эту ситуацию имело смысл до того момента, как голосование состоялось. Сейчас нужно просто принять к сведению, что аудитория канала «Ищем выход» вот так разложилась на 3 достаточно большие части. Притом хочу заметить, что треть затруднившихся с ответом — это много. Это означает то, что перед людьми этот вопрос в такой постановке либо не стоял ранее, либо люди не готовы отвечать на этот вопрос. Но это латентное сочувствие. Я могу сказать сразу. Это латентное сочувствие. Поэтому, скорее всего, нужно складывать вторую аудиторию и третью, и получится большинство. Во всяком случае, более 50%. Это, кстати говоря, отражает склонность общества к состраданию ко всем, кто пострадал. Участие в боевых действиях – это в любом случае получение очень серьезной психологической травмы. Мы можем вернуться к этой теме и еще раз ее обсудить именно в этом аспекте. Но нужно сказать, что ни одна страна мира, в том числе Германия, вот не будем ходить далеко, страна, которая принесла миру в Европе 2 страшные мировые войны с десятками миллионами погибших. Ни одна страна мира после завершения войны, в том числе войны, которая была проиграна, не относилась уничижительно к солдатам своей армии. Ни одна. Она всех старалась поддерживать, всех тех, кто был рядовыми участниками войны, реабилитировать и интегрировать в нормальную жизнь в той степени, в какой это возможно. Когда говорится об ответственности за инициирование, организацию и так далее, всегда идет речь о политиках и о крупнейших военачальниках, либо руководителях каких-то чудовищных действий. Для этого достаточно открыть несколько судебных процессов. Но нужно сказать, что ни одна армия не может быть признана как армия виновной. Понимаете? Ни в одной стране не было принято никаких репрессивных актов в отношении участников армии, даже в том случае, если страна признавалась виновной в мировой катастрофе, как это было в Германии по итогам Нюрнбергского процесса. Поэтому нужно быть
дальновидным и понимать, что без возвращения этих людей в мирную жизнь невозможно будет построить мирную жизнь ни в одной стране, ни в России, ни в Украине, нигде. Просто нигде. Если хотя бы половина общества даже сейчас готова сочувствовать этим людям и думать о возможности сочувствия этим людям, это залог того, что общественный диалог на эту тему не будет разрушительным для страны. Давайте вернемся. Фактически это ваше послание вот тому 41%, который не сочувствует, или во всяком случае Знаете, говорит о том, что не сочувствует. Это мое мнение. Это мое особое мнение. Люди в любом случае будут для себя лично решать проблему этого отношения. И для многих, для очень многих людей, проблема этого отношения будет проявляться в очень простой ситуации, когда кто-то из близких родственников или близких друзей вернется с фронта. И нужно будет выстраивать с этим человеком отношения. Вот это и будет момент принятия личного решения. Я сострадаю этому человеку за то, что он прошел и прожил, либо я считаю его лично виновным во всем том, что произошло. И, соответственно, не буду ему сострадать и не буду с ним общаться. То есть люди будут этот вопрос решать на уровне личных случаев. И это будет очень показательно. Это будет происходить в сотнях, тысячах случаев. Вот так будет формироваться общественное мнение. Чем больше будет проходить времени, тем больше будет сочувствующих. Возвращаясь к вопросу, связанному с историей, во-первых, охранные зоны памятников и Псков, ну и не только Псков, разумеется, а во-вторых, еще вот у меня тоже это не стыкуется. Столько власти говорят о сохранении истории, об запрете переписывать историю, а на деле происходит вот такая вот вещь. Давайте мы все-таки уточним для всех наших слушателей и зрителей, о чем идет речь. Идет речь о постановлении правительства Российской Федерации, у которого есть номер 1936 и есть дата 27 декабря 2024 года. Это постановление звучит банальным образом, по названию даже не сразу скажешь и не сразу подумаешь, о чем может идти речь. Название «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года номер 972 об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия, памятников истории и культуры народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов правительства Российской Федерации». Далее постановление, положение и дальше десятки листов. Постановление само вступило в силу с 1 марта. Это постановление чудовищное, судя по всему, на фоне утраты активного внимания в теме культурного наследия, на фоне актуальной повестки, его не заметил никто, кроме специалистов и градозащитников, но в действительности оно замечено. Часть зон охраны утрачивает силу с 1 марта, часть зон охраны с 1 марта 2028 года. Есть заключение на это постановление, составленное еще в феврале, это было 3 февраля. Его написали Евгений Соседов, известнейший градозащитник, заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и директор Центра консервации и возрождения архитектурного наследия, и Сергей Чернов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук. Само это заключение занимает 17 листов текста, я не смогу его прочитать, но к этому заключению есть приложение. И вот некоторые строки из этого приложения я прочитаю, потому что будет понятен масштаб правовой катастрофы, которая постигла российское культурное наследие. Это перечень тех охранных зон, которые утратят силу после принятия этого постановления. Петроглифы Онежского озера, объект всемирного наследия. Петроглифы Белого моря, объект всемирного наследия. Петроглифы Секачи Аляна, номинированный в список всемирного наследия. Археологический комплекс Фанагория. Археологический комплекс Гнездовский. Городище Болгар, столица болгарского государства. Древний город Радонеж. Палеолитическая стоянка Сунгирь. Древнерусский город Стерж. Бутовский расстрельный полигон. Бородинский музей-заповедник, достопримечательное место Бородинское поле и памятники на нем.
Достопримечательное место Мамаев курган, место ожесточенных боев 42-43 годов. Памятник затопленным кораблям и другие монументы Севастополя. Могила Абрама Петровича Ганнибала. Все сотни тысяч братских могил и воинских захоронений, монументов Великой Отечественной войны по всей Российской Федерации. Город Суздаль. Вот так. Могу сказать, что это криминальное постановление. Оно создало правовые условия для совершения тысяч уголовных преступлений в порядке 243 статьи Уголовного кодекса уничтожения либо повреждения объектов культурного наследия. Оно варварское, оно не соответствует Конституции, оно не соответствует федеральному 73-му закону об охране объектов культурного наследия. То есть это просто акт тупого волюнтаризма, просто тупого волюнтаризма. В нем есть прямые противоречия даже указам и поручениям Путина. И у меня есть предположение, что оно просочилось, это бандитское постановление, потому что за ним вовремя никто не присмотрел и не нашлось ни одного человека, ну скажем прямо, рядом с Путиным, кто принес бы ему и сказал: смотри, вот сейчас Мишустин подпишет это, и будет уничтожена память тысячелетий историческая. Вот это и есть историческая память России. Я уверен, что за этим постановлением стоит абсолютно криминальное строительное лобби. Это люди, которые готовы строить что угодно, где угодно, только чтобы извлечь доход. С этими людьми мы сталкивались буквально постоянно, в том числе уже в постсоветское время, начиная с 90-х годов. Эти люди имеют колоссальное влияние в российском правительстве, в первую очередь в Министерстве строительства. Я посмотрел очень внимательно за вице-премьером господином Хуснуллиным и всеми теми, кто находится рядом с ним, потому что пахнет этими людьми, просто пахнет этими людьми. Можно сказать только, что это постановление носит антиконституционный и антигосударственный характер. То есть это напрямую антигосударственный правовой акт, за который должна существовать не только гражданско-правовая, но и уголовно-правовая ответственность. Протащили. То есть, мое мнение, протащили. На мой взгляд, кстати, вот в заключении Соседова и Чернова указано, что постановление подменяет действующее российское законодательство, вводит новые понятия, неизвестные в российском праве и полувековой практике охраны культурного наследия уже в постсоветской России, вопиюще безграмотно написано с точки зрения юридической техники, норм русского языка, включая орфографические ошибки, создает правовую неопределенность и возможность двоякого толкования большинства закрепленных в нем норм. В общем, это диверсия, это прямая диверсия. Все, что можно и нужно делать сейчас, это как можно громче говорить о том, что премьер Мишустин подписал бандитский документ, это просто бандитский документ. В цивилизованной стране, при цивилизованном президенте он был бы отправлен в отставку незамедлительно после опубликования заключения специалистов по этому постановлению. Как мы понимаем, никто Мишустина за это постановление в отставку не отправит, но сейчас нужно просто собирать силы гражданского общества, все, кто способен в этой ситуации противостоять власти и защищать наше культурное наследие. Потому что это наше культурное наследие, общенациональное, не культурное наследие Мишустина и каких-то других действующих политиков. Это общенациональное достояние. Вот все, что можно сказать. Мы на пороге гражданской войны за культурное наследие. Потому что те бандиты, которые стоят за этим постановлением, будут сейчас строить что угодно, где угодно. Вот с 1 марта 2025 года часть охранных зон фактически утратила силу. В чем особенность российского законодательства? Нормы зон охраны утверждаются федеральным законом, а сами зоны охраны федеральных памятников, подчеркну, федеральных памятников, все, что я перечислял, это федеральные памятники, они утверждаются постановлением правительства. Вот нашли эту, можно сказать, лазейку, и ринулись в нее как оккупанты, самые настоящие оккупанты. Эти люди, в полном смысле слова, враги России. Вот так, вот такая ситуация. Нужно защищать... Вы сейчас объяснили вот юридический механизм, как это действует, и пользователь Омалена пишет: неужели невозможно юридически оспорить вот это вот постановление правительства? Можно. Это будет очень трудная и тяжелая история. Я пока не слышал о принятии решения о судебном оспаривании этого постановления. Дело в том, что российская судебная практика стала очень консервативной. Она признает надлежащим заявителем в суд только того человека, права которого, по мнению суда, непосредственно затронуты. И естественное понимание права, что вот я гражданин России, у меня есть право видеть Суздаль таким, какой он есть. Я не живу в Суздале, я не посещаю его каждый год.
Но у меня есть право видеть Суздаль, Псков, Новгород, Архангельск, десятки других исторических городов такими, какими они смогли дойти до 21 века. И мое право на это видение нарушено. Но российские суды ищут другую основу для доказывания затронутости прав. Вот буквально я жил в этом месте, и теперь на месте моего дома будет стоять свечка. Вот что-то в этом роде. И очень большой вопрос, признает ли, допустим, суд общество охраны памятников истории и культуры надлежащим заявителем, а отдельный вопрос, хватит ли моральных сил у нынешнего руководства ВАПИК, потому что это уже не совсем те люди, которые были 20 и 30 лет назад. Подать в суд, Верховный суд России, потому что в данной ситуации судом, рассматривающий спор, должен быть Верховный суд России, подать в суд на правительство. Сейчас, насколько я понимаю, идет осознание новой реальности, и, как мне представляется, здесь есть несколько вариантов действий, и подача заявления в суд не является единственной. Я думаю, что здесь нужно говорить о подробнейшем заявлении в Генеральную прокуратуру, которая является надзорным органом и должна оценить постановление правительства на предмет его соответствия Конституции и федеральному закону об охране памятников культуры. Ну и, строго говоря, нужно искать того, кто может зайти к Путину и сказать: Владимир Владимирович, пока вы тут командуете фронтами, у нас открылся еще один фронт. Мы сейчас останемся без всего культурного наследия. И у меня большой вопрос, может ли это сделать Мединский, как советник Путина по культуре. Потому что если бы оставался Владимир Ильич Толстой, который был, конечно же, компромиссным человеком, но который понимал, что такое культура, может быть, он зашел бы к Путину с этим зубодробительным постановлением. Господин Мединский у нас специалист по выдумыванию реальности. Не важно, что было в истории, важно, что будет написано в книжках. И теперь он еще и главный писатель России. Поэтому пойдет ли такой человек защищать русскую культуру корнями, уходящие в тысячелетия? Не знаю. Скажем так, если бы он пошел, я был бы приятно удивлен. Давайте до 250 лайков доведем наши счетчик здесь. Ставьте нам лайки, пожалуйста. Это очень важно, в том числе и для того, чтобы вам же предлагали программы нашего канала и программы похожего содержания. Оставляйте лайки, очень вас прошу. Есть вопрос, который я не могу вам не задать. В России признали нежелательной международную организацию Альянс либералов и демократов, в которую входит в том числе и Яблоко. Есть ли какой-то комментарий на этот счет? Это ничем не угрожает партии «Яблоко». Вчера бюро партии приняло все необходимые решения. В ближайшие часы они будут опубликованы. И движемся дальше. У нас есть еще один опрос. Вот прямо сейчас он проходит на канале. Какая эмоция сильнее всего влияет на ваши решения сегодня? Этот вопрос мы обращаем нашей аудитории. И несколько вариантов ответа. Страх, гнев, надежда и ощущение бессилия. Слово «надежда» лидирует с 35%. И мне кажется, что есть определенная доля, в том числе и ваших слов, в том, что надежда здесь впереди. Лев Маркович, вашими поступками, какая эмоция сильнее всего сейчас руководит? Упрямство. Я упрямый. Хочу добиться своего. Хочу привести в порядок свою страну. Хочу помочь установлению мира. Хочу помочь установлению человеческих отношений между людьми, человеческих отношений в обществе. Это меня воодушевляет. Это очень трудно сейчас, но это меня воодушевляет. Что бы вы сказали тем людям, которые... Давайте я все проценты назову. То есть надежда 35%, на втором месте ощущение бессилия 30%, а затем идет гнев 21% и страх 14%. Вот что бы вы сказали тем людям, которые испытывают ощущение бессилия? Интересная панорама эмоций. Наверное, о каждой нужно сказать. Люди, которые испытывают ощущение бессилия, это ощущение бессилия что-либо изменить. На самом деле человек в первую очередь отвечает за себя самого. Нужно сохранять себя самого человека. Это большая работа, требующая больших усилий. И здесь никто, кроме каждого из нас, не сделает ничего. Ну просто кто сохранит меня, кроме меня? Кто сохранит вас, кроме вас? Это большая внутренняя работа. Но мы можем сохранить в человеческом состоянии наших родных и близких. Мы отвечаем за то, как живет наша семья. Мы отвечаем за то, как мы поддерживаем своих друзей.
Это наша работа. Да, мы не можем растопить холод в космосе, но мы в состоянии поддерживать человеческую атмосферу в своей семье и рядом со своей семьей. Это наша внутренняя духовная работа. Этим нужно заниматься. Дальше кто у нас? Дальше у нас гнев. Да, это важно. Гнев разрушает человека. Хочу напомнить, что гнев входит в число 10 смертных грехов по христианскому вероучению. Потому что в гневе человек, как правило, ошибается. Человек в гневе разрушает себя, потому что гнев в целом – это самая разрушительная эмоция. Она человека истощает буквально. Все, что я могу посоветовать людям, которые испытывают гнев, это понять, кто рядом нуждается в заботе, кому нужно помогать, кого нужно спасать, кому нужно сострадать. Тогда гнев будет постепенно замещаться другими нормальными человеческими эмоциями. И дальше у нас… Последнее место – страх, 14%. Вы знаете, хорошо, что это на последнем месте, эта эмоция на последнем месте, но страх… Вообще страх присущ всем людям. Страх – это эмоция самосохранения, это такой предохранитель своего рода, который иногда помогает человеку не совершать ошибки. Иногда. Иногда, наоборот, страх мешает нам совершать правильные поступки, которые нужно совершить. Я думаю, что страх – это естественное чувство в нынешней ситуации. Нам нужно поддерживать тех людей, кому страшно. И говорить этим людям: ты не один. Ты все видишь правильно. Ты переживаешь и мучаешься правильными вещами. Ты не ошибся. Мы тебя видим, мы тебе сочувствуем, мы тебя понимаем, мы тебя поддерживаем. Мы делаем все для того, чтобы страха было меньше. Вот то, что мы можем сказать тем людям, кому страшно. И последний вопрос. Наверное, не так долго удастся нам об этом поговорить, как хотелось бы. У нас впереди Международный женский день, и практически наверняка эта дата будет подаваться пропагандой как День хранительниц домашнего очага. И вот все вот это вот. Хотя на самом деле исторически 8 марта – это ведь праздник с обратным содержанием, с борьбой женщин за свои права связанный. Марк, одно другому не мешает. Для сотен миллионов людей в мире 8 марта – это день любви к женщине. И слава Богу. И слава Богу. Это же не день любви, извините, к насилию. Это день любви к женщинам. Очень хорошо. Да, этот праздник возникал как политический, как день солидарности с правами женщин, день борьбы женщин за политические права, за право избирать, право быть избранным. Я помню, когда я впервые оказался в норвежском парламенте, я был впечатлен. На первом этаже колоссальная выставка, посвященная борьбе норвежских женщин за свои права. Вот женщины впервые идут голосовать в этих роскошных платьях, шляпках. Вот первая женщина-депутат норвежского парламента. Образованная, красивая, статная женщина. Это политические истоки этого праздника. Женщины добились, в абсолютном большинстве стран они добились равноправия. Они присутствуют в политике, они присутствуют в общественной жизни, присутствуют в экономике. Совершенно логично этот праздник стал приобретать во многом частные эмоциональные черты. Я не вижу никакого вреда в том, что нам будет, да какие угодно медиа, рассказывать о том, что женщина – это хранительница очага. Собственно говоря, я, допустим, считаю, что женщины и мужчины в этой обязанности равны. Мы все должны хранить наши семейные очаги в согласии между собой, беречь друг друга, любить друг друга. Очень хорошо. Я не вижу никакого вреда от того, что для кого-то это будет такой подчеркнуто, как сказать, праздник только для определенной роли женщины. Слушайте, жизнь все ставит на свои места. Пропаганда пропагандой, а любовь любовью. Все будет хорошо. Отличные слова для завершения программы. Я напомню, что это было особое мнение политика Льва Шлосберга. Лев Маркович, спасибо большое. Уважаемая наша аудитория, подписывайтесь, ставьте лайки, делайте пожертвования. Всего хорошего. До свидания. Марк, большое спасибо. Спасибо всем, кто нас смотрел, слушает, кто переживает за жизнь и за мир. Это очень важно. Спасибо.